Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео мы постараемся раскрыть тайну происхождения людей с отрицательным резус-фактором. Действительно, современная медицина разделяет кровь человека на 4 группы, первую, вторую, третью, четвертую, но основное отличие групп крови состоит в присутствии белка в каждой группе. Однако люди с отрицательным резус-фактором являются исключением из правил, так как у них нет этих белков. То есть даже существует несколько интересных теорий, объясняющих причины, по которым такие белки отсутствуют, и одной из них является внеземное происхождение. То есть это то, что известно современной цивилизации. Ну, на самом деле, я покажу, что эти люди с нашей Земли, просто они с других цивилизаций Земли. Вот в чем суть. То есть мы соберем сначала информацию, ту, которая известна, а потом я покажу то, что неизвестно, которые покажут именно конкретные места, откуда происходит это население Земли, которое просто доказывает наличие на нашей Земле других цивилизаций, которые были известны в мифах, легендах и так далее и тому подобное. То есть вся эта информация будет в ссылках под видео, переходите, знакомьтесь, что все это не просто сегодня кем-то придумано, об этом знали всегда, просто на сегодняшний день это все специально забыто. Ну и мы поймем, откуда же эти люди, кто же они такие, ну и какую роль играют и в нашем обществе. Переходим к рассмотрению вопроса по сути. То есть люди с отрицательным резус-фактором обладают рядом особенностей, характерных для их групп крови. Например, они могут стать донорами для людей с остальными типами крови, а именно для тех, у кого положительный резус-фактор, но сами они могут получать только кровь от доноров с отрицательным резус-фактором. То есть уже интересно, что люди эти могут быть универсальными донорами, а сами могут получать кровь только от таких же реципиентов. То есть здесь как раз представлена группа крови резус-фактор и как часто встречается среди населения Земли. То есть среди первой группы это примерно 7%, среди второй это 6%, третьей 1%, четвертой тоже 1%. То есть в основном резус-фактор отрицательно встречается у первой и второй группы крови, но резус-фактор это антиген, который находится на поверхности эритроцитов. Он обнаружен в 1940 году. Но опять же, мы обращаем внимание на то, что антиген, то есть здесь напрямую связано с генами, где могут жить подобные люди, если на поверхности Земли, например, им места нет. То есть почему их называют внеземные технологии, то есть они прибыли откуда-то с других земель, с других планет. На самом деле нет, они с Земли, просто есть те места на Земле, где существуют другие цивилизации, и там как раз резус-фактор, по отношению к нам, конечно, то есть гены совершенно другие. Но заметьте, они универсальны и подходят для нас. Также существуют характеристики для людей с отрицательным резус-фактором, наиболее распространенные. То есть это обычно более низкая температура тела, чем у других людей, часто рыжий цвет волос, высокая чувствительность к теплу, зеленые или голубые глаза. Большая физическая и эмоциональная осознанность. Это самое распространенное, что известно на сегодняшний день современной цивилизации, скажем так. С географической точки зрения, люди с отрицательным резус-фактором представляют собой относительно небольшой процент населения Земли. Основная их часть сконцентрирована на севере Европы. Однако вопрос о происхождении до сих пор остается без ответа. В этом видео мы ответим, откуда они произошли. Ученые из области генетики, биологии, археологии изучили историю и пришли к выводу, что люди с отрицательным резус-фактором произошли от небольших племен, расположенных в Европе и живших примерно 35 тысяч лет назад. Это вывод официальный их. То же самое, почему подогревается все время споры, что люди с отрицательным резус-фактором, они какие-то внеземные. То есть в связи с тем, что беременность женщины с отрицательным резус-фактором, у которых возникают трудности при родах ребенка, у которого положительный резус-фактор. То есть в таких обстоятельствах, когда у папы положительный, у мамы отрицательный, тело матери пытается естественным образом избавиться от ребенка, считая его инородным. То есть только благодаря медицинскому вмешательству рождение происходит и обеспечивает безопасность ребенка, безопасное рождение. И с точки зрения медицины это довольно странная ситуация, так как природа создала все необходимые условия для развития и рождения ребенка, здесь же наоборот, как говорится, эти условия фактически отсутствуют. Почему? А сейчас мы ответим, в чем же суть этих, почему это происходит, откуда эти люди. На самом деле ответ лежит в цивилизациях Земли.
Не которые когда-то существовали, а которые существуют сейчас. То есть я этот ответ дал в видео высокоразвитой цивилизации Земли. Их не одна, их множество. И именно оттуда прибыли люди с отрицательным резус-фактором. Ну, а как это понять? И что значит другие цивилизации, про которых никто не слышал? Нет, мы прекрасно не знаете, слышали, просто никогда не придавали этому значения. Ведь, например, Славь – это пространство, откуда появились славяне. Это пространство между явленным миром и правью, в котором черпает силы славянский род. Именно это пространство теснее всего связано со славянскими традициями, устоями, представлениями, верованием, культурой. Именно оттуда приходит помощь, поддержка, подсказки, интуитивная сфера. Поэтому для обитателей этого мира, то есть славяне свои родные и близкие. Это не какие-то отвлеченные существа, это их дети, внуки и правнуки. То есть это тот мир, из которого пришли сюда славяне. Но это мир летающих городов. То есть мифологии и сегодня множество есть информации про летающие города. Они же еще называются Олимпы. Это округлая, летающая, искусственная магнитная платформа. Вот что такое аббревиатура Олимп. То есть это не гора какая-то, а город летающий. Вот одна фотография из нашей современности, где этот город сфотографирован. Он над Африкой пролетает. То есть внизу постройки современного нашего города, а вверху летит вот город со взлетно-посадочной полосой. Ну, опять же, для вас это удивительно, для легенд, мифов прошлого и даже современности это в порядке нормальных вещей. То есть летающие города, вот эти вот Олимпы. Или мир славы, где живут наши герои, полубоги, которые, опять же, я рассказывал много раз, что после того, как мы проходим испытания на земле, мы идем в другой мир, мир славы, который находится над нами. Почему мы всегда обращаемся вверх, например, к богам и предкам. Ну, опять же, а где этот мир находится? Где он существует? Он существует там, где постоянное лето. Оказывается, в озоновом слое на высоте около 20-25 километров существует зона, где падение температуры прекращается, начинается ее повышение в связи с повышенным содержанием озона. То есть ультрафиолетовая радиация нагревает этот слой, и получается там постоянное лето. То есть, что значит постоянное лето? То есть, во всех мифах, легендах рай расположен где? Там, где постоянное лето. Ну, вот вам постоянное лето. Причем, заметьте, у них же нет перепад погоды. У них там не идут дожди, как у нас. Бури, ураганы отсутствуют. У них постоянная температура. И если взять, например, за условный плюс, ну, понятно, что тут все условно. Условный плюс – это Земля. А вот условный минус – это как раз озоновый слой. То, что над нами. Почему это так происходит? Это можно понять из озона. Мы берем просто устройство озона и видим, что такое озон. Это один плюсовой атом кислорода и два минусовых. То есть в озоновом слое преобладает какой знак? Минус. Но он условный, скажем честно. Это просто показывает как бы другое место жительства, другие гены жителей, которые там живут. Опять же, озон эффективно убивает плесень и бактерии, сильно дезинфицирующее средство для очистки воды и воздуха от микроорганизмов. То есть озонирование применяется, это всем известно. То есть применяется он для дезинфекции помещений, одежды, для озонирования растворов, применяемых в медицине, как для внутреннего, так и для контактного применения. То есть мало того, что у них над нами постоянное лето, нет никаких перепадов погоды, у них огромное количество чистого кислорода в виде даже озона, который убивает все грибки, плесень, обеспечивает их здоровье и долголетие, соответственно. И там преобладает минус. Вот вам, пожалуйста, мир славы над нами на высотах 20-25 километров, где фактически райские условия, дезинфекция постоянная, защита от любых излучений максимальная, потому что там максимальный озоновый слой. Оттуда и выходцы, люди как раз с отрицательным резус-фактором. Это одно из мест, одна из цивилизаций. Цивилизация славы над нами. Друзья, не могу пройти мимо грандиозной предновогодней распродажи на все товары марки Синтезит. Только до 29 декабря у них скидка до 40% на все препараты. Вы знаете, в следующем году серьезно вырастет налоговая нагрузка, и Синтезит вынужден будет поднять цены. Но сегодня можно купить не просто по старым ценам, но и с самой большой возможной скидкой. Всем рекомендую попробовать Синтезит, в том числе их уходовую косметику. Чуть другое место. То есть, когда мы берем мироустройство Земли, оказывается, что по многим легендам, мифам, Земля имеет полую структуру. Именно внутри Земли находится мир прави.
опять же, когда мы читаем легенды, рассказы о том мире, тех, кто путешествовал, как путешествовал, физически, или как бы виртуально, или ментально, это вопрос открытый. Но вот что они пишут? Тут в рассказе «Дымный бог», на что мы обращаем внимание. Электрически заряженный воздух был поистине целебным. Никогда в жизни я не чувствовал себя лучше, чем в те 2 года, когда мы с отцом путешествовали по внутренним областям Земли. Дымный бог. Понимаете, зло кроется в деталях. Зло — это неизвестность. Когда мы на эти детали обращаем внимание, мы видим, что не только в мире славе, но и в мире праве, в полоземле, опять же, электрически заряженный воздух был поистине целебным. Потому что там озона много. Там опять же постоянное лето, множество растет деревьев. Именно это первоисточник озона для озонового слоя. Этот озон выходит через полюса и обеспечивает защиту и нас, живущих на Земле. То есть опять же озон — это минус. Что это за мир? Это мир праве. Славянский мир праве. Да, мы православные. То есть мы пришли из этих 2 миров. Праве и славе. Кто-то из мира праве, кто-то из мира славе. Отсюда православные мы. То есть не просто славящие янь-инь, то есть славяне, несущие мужскую и женскую энергию, но и из мира праве мы приходим. Вот откуда православие. Вот кто такие православные. То есть это люди, которые, да, несут этот отрицательный резус-фактор. Но это еще не все. То есть мир праве состоит из пространства, из реальности, находящейся ближе всего к изначальному источнику света, то есть центральному светилу Земли, для понимания. Это мир светлых богов, мир законов, сверхсознания, высшей мудрости. Это и законы мироздания, законы человеческие, данные нам нашими богами. Это золотая середина между явью и навью. Высший мир, который только возможен, место обиталища наших светлых богов. То есть тот, который возможен на нашей земле, для понимания. То есть, где он находится? Я беру вообще, как говорится, независимый документ, секретное дело КГБ, это вырезка о мироустройстве нашей Земли. То есть, опять же, нет, эту схему не я рисовал, вот это дело Орион. Переходите, посмотрите, у меня тоже есть ссылка на это секретное дело из Советского Союза. Настоящее оно, не настоящее, вопрос открыт, но оно показывает то устройство Земли, которое мы знали из мифов, легенд, сказаний, преданий, сказок, которое передавалось из уст в уста в славянских легендах. То есть, и что они показывают? Что Земля имеет полую структуру, внутри множество пресной воды и суши. То есть, я много раз снимал видео, показывающие, что наука сегодняшняя подтверждает это устройство. Да, пока косвенно, они не могут это во всеуслышание заявить, но показывают, что там внутри огромное количество кислорода, откуда оно там взялось, если там одна магма. Что там огромное количество пресной воды, в разы превышающее то, что у нас на поверхности. Опять же, откуда она там взялась, если нам всегда рассказывали, что внутри чистая магма. То есть это я все показываю, объясняю, то есть связываю с научными открытиями, мифами, легендами. Переходите в ссылки в описании, смотрите, там все показано. То есть это мир праве, но если его взять с точки зрения знаков, опять же, это секретное дело КГБ показывает нам вот такую схему. То есть 3 плюса, 1 минус. Я с этим ярко не согласен. Я сказал бы 2 плюса и 2 минуса. Вот так, скорее всего, правильно. Почему? Потому что снизу идет исток энергии, а сверху приток. То есть снизу минус, сверху плюс. То есть обычный магнит. И то же самое по экватору. Где-то есть плюсовая точка, где-то есть минусовая. Вот я своими стрелочками все обозначил. То есть даже в мире, из мира прави, если попадают как бы люди с определенной генетикой, то они могут иметь как минусовой резус-фактор, так и плюсовой. Понимаете, к чему я? То есть, опять же, в мире праве есть, по крайней мере, половина мира праве, тех, кто там жили или живут сегодня, если они выйдут на поверхность нашей Земли, ну ладно, там они будут, во-первых, выше ростом, во-вторых, живут они дольше, ну а в-третьих, у них как раз вот эти те гены, у которых у нас сейчас либо нет, либо очень мало. Почему? Ну, у них совершенно другие условия жизни. И совершенно другая биохимия. Ну, соответственно, для нас они как бы другие. Но не с других земель планет, они просто из внутреннего мира Земли, в том числе пришедшие. Из мира праве, то есть православные. Но заметьте, есть и плюсовые зоны в мире праве. То есть даже плюсовой резус-фактор это не какое-то там негативное понимание, это наоборот закономерность, то есть те же православные частично имеют и плюсовой резус-фактор. Ничего здесь отрицательного нет, или плохого, или хорошего. Опять же, я работаю с людьми, составляю славянский гороскоп, вы об этом знаете, опять же, все ссылки в описании под видео, перейдите, посмотрите, что это такое. И когда я встречаю людей, которые существуют на нашей Земле в состоянии близким к Азу, то есть Аз это Бог, проявленный на Земле, то есть у них очень талантливые личности.
они близки, то есть буквально действительно к азам по всем характеристикам. Вот я у них теперь с недавнего времени начинаю спрашивать, а какой у вас резус-фактор? И частенько они отвечают, что как раз отрицательный. И здесь ничего удивительного нет. То есть их таланты связаны с тем, что они, как говорится, в недавнем времени вышли из этих высших миров, где, соответственно, собраны талантливые души. Но, как бы, не спешите делать выводы. Опять же, ничего однозначного нет. Почему? Потому что, опять же, этот минус присутствует, да, в мире в праве, но до мира праве, вот как раз после вот этой огненной змеи, то есть вот этой, то, что здесь в мире КГБ магма является центром гравитации земного шара. Именно после этой реки магмы, которую мы знаем как река Смородина, огненная река, Пачу река, то есть от того, что смрад, сильный неприятный удушливый запах. Река в восточнославянских сказках, былинах и заговорах. То есть она отделяет мир живых от мира мертвых. Аналог древнегреческого Стикса. Преграда, которую предстоит преодолеть человеку или душе на тот свет. Но на самом деле она отделяет не только тот мир от нашего, но отделяет другой мир, а именно мир Нави темной. То есть это загробный мир, где живут духи, души людей после смерти и другие существа, которые совершили преступления. И в том числе темные существа из других миров. То есть почему это, оно же называется пекло или ад. Я к чему это говорю? К тому, что как бы не спешите делать выводы, кроме действительно людей, близких к состоянию аза. В нашем мире существуют бесы, демоны, которые как раз тоже смогли преодолеть эту огненную реку. Потому что по наблюдению гематологов, около трети всех обладателей Rh- имеют определенную национальность. Почти все представители, например, британской королевской семьи имеют отрицательный резус-фактор. Ну, когда мы в современности, как говорится, вспоминаем руководителей, мы говорим «голубая кровь». И вот что такое голубая кровь, кому она принадлежит, причем тут бесы, демоны и так далее и тому подобное, и обезьяны причем здесь. Вы можете перейти, опять же, в ссылках, в конце будут заставки к этому видео, в ссылках есть описание под видео, и ознакомиться отдельно, чтобы я не повторял, кто такие носители голубой крови, как они прибыли из пекельных миров и каким разрушением они занимаются в нашем мире. То есть, опять же, все неоднозначно. То есть, чтобы понять, какое существо перед тобой, нужно не просто знать его резус-фактор, но его деяния, потому что перед тобой могут оказаться не просто люди, которые в состоянии Бога на земле, но и состояние, да, талантливые, но талантливые демоны и разрушители, бесы, то есть без совести. Поэтому, как видите, все неоднозначно в нашем мире. Но опять же, чтобы не совершать ошибок при кровном смешении, я рекомендую изучить видеосовместимость в паре, чтобы понять и не вестись на то, что нам нравятся те, кто на нас максимально похож и максимально не похож, и какие тяжелые последствия это может нести. Ну и посмотреть видео «Тайны крови», где описано, как же этого избежать, как это понять, и как понять, что то, что вас тянет, это действительно ваша вторая половинка, а не просто вы реагируете на животные какие-то инстинкты. Все ссылки в описании под видео, как всегда, и помните, повторение мать учения, но информация с первого раза не усваивается, и поймите, что у нас, получается, есть целых 3 места, откуда могут выходить люди с отрицательным резус-фактором, и 2 из этих мест, как бы, действительно божественные миры, а 3-е место это мир, как бы, антипод, то есть демонический, разрушительный, и поэтому, опять же, не все так однозначно. Ну, а все ссылки на материалы использования видео в описании под видео, переходите, познакомьтесь, есть будут они в конечных заставках, потому что там очень много информации, которая является критически важной для жизни каждого человека. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.